Система волос. Насколько все-таки сложно использовать систему волос? Что самое сложное? Почему кто-то начинает пользоваться и останавливается? Сейчас я делаю переклейку. На самом деле я уже отклеил свою систему. Около 7 лет я использую систему волос. И я хочу с вами поделиться именно для тех, кому это интересно. Помните важный момент, что если у вас большая степень аллопеции, вы лысеете или, может быть, у вас очень динамично развивается ваше облысение, то пересадки волос многим из вас не помогут. Вы можете получить только единоразовый эффект. Это может быть просто чубчик, это может продолжаться, и у вас просто не хватает донорской зоны. И помните, что донорская зона ваша становится все реже, реже и реже с каждой пересадкой волос. Чтобы не использовать, скажем так, свою донорскую зону, можно попробовать, например, перед тем, как система волос, и вполне возможно, она вам намного больше понравится, чем любая пересадка, которая оставляет следы, которая, как правило, не дает достаточной плотности. И опять-таки, даже фронтальная линия на системе волос куда более незаметна и более естественно выглядит, чем пересадка волос. Это то, как оно есть. Я вам говорю, человек, который сделал 2 пересадки волос, который носит систему волос, у которого сделано SMP. Соответственно, это можно попробовать, по крайней мере, потому что это недорого. Это обслуживание тоже ее стоит совсем недорого. Если кто-то не смотрел, я несколько лет назад делал прям детальный расчет. Самый популярный вопрос у тех, кто интересуется системой волос: как дорого все это обходится ежегодно. Давайте поговорим сегодня именно об этом. По стоимости, если вы это делаете все дома сами. Вначале может быть немножко сложно, потом это становится как рутина, и это нужно делать. Я делаю это не чаще, чем 2 раза в месяц. Если раньше я тратил на это, наверное, 3 часа. А почему так долго? Потому что я еще, кроме того, что я снимаю, переклеиваю, очищаю систему, очищаю голову, брею, и затем еще сам подбриваю, делаю фейд. Поэтому это занимало раньше 3 часа, сейчас быстрее. И вот для тех, кому это интересно, я как раз таки покажу, как очень быстро, даже в условиях путешествия, я в данный момент нахожусь в Стамбуле, я здесь на сопровождении операции, затем я лечу в Ташкент, потом я лечу в Бангкок и так далее. То есть у меня постоянно я в разъездах, и, что называется, нужно справляться с системой волос достаточно быстро и эффективно. Я вот покажу сейчас, как я это делаю сам. Ну, систему волос я уже ее отклеил. На самом деле, вот как у меня мои, собственно, выглядят волосы. Здесь же еще и трихопигментация, здесь еще и клей. И вот важное, что я хочу показать. Первое, это как очищать саму систему волос. Сейчас это уходит достаточно малое количество времени. Что я делаю? Я беру то, что у меня есть в любом путешествии, это влажные салфетки. Скажу вам больше, я даже беру одну влажную салфетку, разрезаю ее на вот такие вот полосочки, и одной салфетки мне достаточно, чтобы полностью очистить и свою голову от клея, и, соответственно, систему волос в том числе. Что я делаю? То есть я беру на палец. Если есть время, я их подсушиваю, чтобы они... Ну, вот влажная салфетка, она мне на самом деле не нужна влажная, мне нужна именно вот эта вот ворсистость, потому что эта ворсистость очень хорошо убирает клей. И, наверное, те, кто пользуется лентами, то же самое, потому что ленты оставляют следы и на голове, и на системе. Это все нужно очищать. И вот эта вот ворсистость, особенно когда это все высыхает, очень легко с помощью ее скатывать вот этот вот клей. Я не знаю, видно вам или нет. То есть вот такими движениями. Напоминаю, нельзя делать это в сторону волос. Это нужно делать в сторону. И видите, здесь у меня сеточка. Кстати говоря, видите, такой красноватый у меня оттенок получился, потому что я красил эту систему сам черным цветом. И, к сожалению, вот черный цвет, какая-то странная краска была, он оставил такой красноватый оттенок. Одна из причин, почему я решил все-таки снять эту систему. Я или использую новую систему, или вообще побрею и буду опять на стрихопигментации, потому что мне это тоже нравится. И еще помните важный момент, не нужно, когда вы снимаете систему волос, сразу ее замачивать, потому что когда она начинает раскисать, вот этот клей, он может попадать везде и в дырочки. Эта система волос профи, она на сеточке, она менее заметна. С нее намного сложнее будет снимать вот этот клей, чем, например, комбинированная. Видите, вот с него очень легко снимать клей, намного проще, чем сеточка, потому что сеточка может подзабиваться. И вот ни в коем случае не кладите сразу, там, я не знаю, размачивать шампунь или еще куда-то, пока все сухое, намного проще вот это вот
очищается. То есть, видите, я просто скатываю, ну, немножко неудобно перед камерой это делать, то есть я вот скатываю. Когда вот здесь вот, соответственно, образуется уже большой комок вот этого клея, я просто подворачиваю и дальше другой стороной, то есть вот, например, я вот здесь очищаю, потом раз, подворачиваю, очищаю здесь, потом еще раз подворачиваю, очищаю здесь. Итого на одну вот эту вот полосочку у меня может собраться весь клей с одной системы волос. Почему? Я и говорю, что одной салфетки мне хватает, чтобы полностью очистить систему волос. Затем таким же образом я очищаю все это с головы. Вот клей, счищаю, он скатывается. Здесь у меня оригинальный клей. Китайский клей, он счищается сложнее. Хотя у меня он, например, держит китайский клей дольше, чем оригинальный. Но вот именно очистка оригинального клея намного удобнее, ну не намного, но удобнее и быстрее, чем это делать, соответственно, не оригинально. Ну, здесь у меня не очень получается, потому что я держу вот так. Если я все это кладу к себе, что называется, на коленку и все вот это счищаю, это делается очень просто, очень быстро. Сейчас попробую повернуть камеру и покажу, как это будет. Еще салфетка очень зависит, конечно, от самой текстуры салфетки. Вот, видите, счищаю, здесь не остается... Вот здесь не остается вообще ничего, то есть как новое. И вот такими вот движениями мы все это скатываем в один комок, который просто потом берем и удаляем. Все. Точно так же вот этот комок клея, все вот это мы удалили. И таким же образом, итого мне на очистку системы хватает около 10 минут. Кто-то спросит, а что это вообще за такой... надрез. Дело в том, что выпуклость головы у всех разная, поэтому, так как у меня голова маленькая, я всегда делаю обычно надрезы или заказываю, но это я раньше делал, сейчас я заказываю просто себе под заказ систему, под мою конкретную голову, и вот эти вот надрезы не нужно делать, чтобы вот эта выпуклость была больше. Итого, в путешествии мне нужна, соответственно, влажная салфетка, которую я высушиваю, и просто, я не знаю, туалетная бумага или салфетка какая-то туда, куда я вот кладу вот эти вот скатанные комки клея. Итого, все это делается достаточно быстро, как я и сказал, 10 минут, очистка системы, пускай максимум 15 минут. Все то же самое и с кожей головы. То есть берем и вот таким вот образом счищаем. Вот когда здесь образуется большое количество, мы просто берем, подворачиваем и вот этой новой стороной делаем очередное очищение. Потом опять подворачиваем и снова делаем. Это позволяет быстро, абсолютно в любой ситуации, даже имея просто одну влажную салфетку, ей очистить благодаря вот этой вот ворсистой поверхности всю свою голову и систему волос. Итого 10 минут на очистку самой системы, может быть, на голову чуть-чуть больше, потому что после этого нужно будет, конечно же, помыть голову. И еще очень хорошо помогают средства глубокой очистки для лица, именно для очистки кожи после клея. То есть сначала ворсистая салфетка, затем я наношу шампунь, после шампуня я наношу средство для очистки лица, глубокой очистки лица, но на голову, чтобы очистить клей. И затем мою голову еще раз шампунем 1 или 2 раза. Итого голова абсолютно чистая. Следующий этап после этого — это бритье головы и проклейка чистой системы волос. В принципе, все. Итого все. В общем, это занимает уже не 3 часа, а 1 час. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментарии, или кому нужна моя персонализированная помощь, пишите, звоните, что называется. У меня есть консультации, когда я полностью даже сопровождаю вас. Мы вместе с вами проходим путь системы волос от начала, от подбора, от правильного. Я вам рассказываю абсолютно все нюансы, которые даже не знают те, кто продает системы волос, те, кто переустанавливает, потому что я тот человек, который их носит, причем уже 7 лет. С систем я начинал, что называется, которые с Алиэкспресса, затем я пробовал различных производителей, потом я отбирал производителей для себя, те самые производители, которые я сейчас сам и ношу, и которые заказываю для вас. То есть я всегда отбираю самое лучшее качество. И для чего? Чтобы это выглядело не просто, что у вас есть волосы, чтобы это выглядело наиболее натурально и не было понятно, что на вас вообще система волос. Потому что систему волос можно подобрать на самом деле и на Алиэкспрессе. Сейчас они не такие там и ужасные. Вопрос в тонкостях, которые нужно знать, чтобы правильно подобрать, чтобы это не выглядело, соответственно,
париком. И тоже одна из причин, почему все-таки многие, насколько я знаю, некоторые начинают использовать систему волос и заканчивают, потому что не могут правильно себе подобрать систему и не знают всех нюансов, которые я уже, например, знаю. И, наверное, именно поэтому я и ношу до сих пор систему, и мне это нравится, несмотря на то, что я мог бы просто брить свою голову. У меня, видите, сейчас SMP есть, она мне тоже подходит. Я могу выбирать. Система волос при правильном использовании — это очень классный способ иметь те волосы, которые не могут иметь даже те, у кого есть свои волосы. Можно выбирать и длину, и цвет волос, и волнистость волос, и густоту, и плотность, и любые прически. Можно в один миг менять свой стиль, как я, например, делаю я. У меня есть волнистые волосы, есть короткие, есть длинные. Но для этого также нужна смелость. В большинстве случаев, в 90%, система, конечно, выглядит более натурально, если ее правильно подобрать и правильно приклеить, чем любая пересадка волос. Ну и, конечно, результат она дает такой, который не даст ни одна пересадка волос. Ну, если у вас только совсем небольшая аллопеция, там первая, вторая, третья стадия и хорошая донорская зона, и подходящие волосы на донорской зоне, тогда да. В других случаях система выигрывает всегда при любых условиях. Ну и, конечно же, система волос стоит намного дешевле, чем пересадка волос. Ее годовое обслуживание стоит тоже намного дешевле. И вы вольны делать со своими волосами, подбирать, какие вам хочется волосы, и делать с ними что угодно, когда угодно. И если вам вдруг захочется сделать пересадку волос, вы выбрасываете систему волос, делаете пересадку волос. То есть вы не теряете ничего. Если вы делаете пересадку, вы уже сразу теряете свой, во-первых, возможность вернуть как было, во-вторых, уже теряете донорский запас, и любое извлечение графтов также ведет к белым точкам. Образование белых точек, у кого-то они видны больше, у кого-то нет, но они есть абсолютно у всех, и со временем они также могут увеличиваться. Вот пока я с вами разговариваю с одной маленькой салфеточкой и помогаю, вот, соответственно, пальцами, практически полностью я очистил свою голову от клея. Теперь остается только шампунь и, как я говорил, средства для очистки кожи, затем снова шампунь, и потом можно брить и наносить систему волос. Для тех, кому нужна моя помощь, пишите Валерии, моей ассистентке. Если кому-то нужны системы такие, какие я ношу сам, теперь эти системы доступны по всему миру. Надеюсь, вам это видео полезно. Не забывайте, пожалуйста, лайкать, комментарии писать, потому что это помогает продвижению, и это такая как оплата, скажем так, моего труда. Ну и главное, чтобы колосилось, причем красиво. Пока. Подписывайся.